Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами порисуем нечто совершенно необычное. Мы будем рисовать дизайн ногтей в стиле кубизм. Самый известный художник, работавший в этом стиле, это, конечно же, Пикассо. Но мы взяли себе за основу картинку другого автора, тоже в этом же стиле. Нашли ее мы в интернете и перенесем на ноготки. Для того, чтобы нам легче работалось, основу под дизайн делаем белым цветом. Это будет наша грунтовка холста, так называемая. И дальше по этому фону мы будем рисовать. Все цвета, которые мы будем накладывать на белый фон, будут смотреться ярче и интереснее. Кстати, вот этот именно стиль живописи, это уже даже не роспись, это живопись. Вот этот вот стиль очень хорошо подойдет тем мастерам, у кого проблемы с пропорциями, потому что в данном случае никаких пропорций у нас соблюдать не нужно. Чем интереснее, чем непропорциональнее будет нарисован дизайн, чем интереснее он будет разбит на какие-то графические элементы, тем интереснее получится итог. Этот дизайн мы рисуем для моей Анютки, и она в этом месте сказала, что в принципе такое я могу нарисовать. Вот мы с ней решили, что в следующий раз на моих руках она будет рисовать что-то подобное. Итак, отталкиваясь от картинки, тонкими линиями мы намечаем для себя будущие элементы нашего дизайна. То есть здесь у нас лицо, которое разбито на какие-то графические составляющие, и потом мы их будем просто разукрашивать. Картинку, с которой я вот это все рисовала, я вам покажу в Инстаграме, когда этот ролик опубликую. Ну а вообще дизайн ногтей это безумно интересно, потому что на ногти мы можем перенести любой стиль живописи, будь то кубизм, абстракционизм, какая-то живопись, какие-то натюрморты, не знаю, портреты, все что угодно мы можем перенести в дизайн ногтей. Поэтому не ограничивайте себя привычными рамками. Дизайн ногтей не заканчивается на вензелях и каких-то цветочках. Постарайтесь поискать в интернете те картинки, которые вас вдохновляют и которые вы сможете повторить, и попробуйте перенести их на руки своих клиентов. Мы же тем временем создали для себя разукрашку, которую нам осталось именно разукрасить. Отталкиваясь от картинки, отталкиваясь от цветового решения, которое нарисовал художник, которое нам уже понравилось, мы подбираем цветовую гамму из своих материалов и разукрашиваем всю нашу заготовочку. При разукрашивании опять же стараемся использовать множество техник. В данном случае можно использовать амбре, можно какие-то части дизайна затереть втирками, можно еще что-то придумать, что-то засыпать акриловой пудрой, то есть внести наши технические моменты в этот дизайн. И чем больше техник мы сюда будем использовать, тем интереснее наш дизайн получится.
После того, как мы все разукрасили, нам нужно восстановить чистоту наших черных линий, потому что где-то у нас в процессе разукрашивания линия закрылась, где-то поехала, где-то еще что-то случилось, поэтому прорисовываем еще разочек сверху. После того, как мы хорошенечко все просушили, перекрываем наш дизайн матовым финишем и поверх просушенного матового топа уже делаем белую прорисовку. В данном случае при помощи белого цвета мы подчеркиваем основные элементы. То есть мы не рисуем белую разукрашку снова, мы только проставляем какие-то блики и акценты. На остальные пальчики мы с Аней решили добавить втирку, но здесь была наша ошибка. Почему? Потому что втирка забила дизайн, и он слегка потерялся. На матовом синем фоне этот дизайн смотрелся бы более интересно. Или же при разукрашивании нужно было использовать оттенки поярче, потому что получилось темновато. Но это мы делали первый раз, и с учетом этих ошибок следующий дизайн я сделаю уже интересней. А на сегодня у меня все, и это не единственная работа в стиле кубизм, которую я делала перед Новым годом, поэтому впереди будут еще мастер-классы. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока!